с Евгением первый раз видитесь, да? Да, да, ваши сеансы сейчас очень, очень мощные, очень удивительные, хорошие. Все идет Да. по плану. Ну хорошо, Эдита. Тогда Так, я хочу сказать, что дышала год и 2 месяца почти каждый день. Потом, как вы кончили работу с Тарасом, как-то я перестала чуть-чуть, 3 месяца не дышала. Потом, как уже надумала, что... Ну, я всегда думала, что еще надо 4-й делать сеанс, надо, еще аспектов много имею. И тогда опять начала дышать. Больше продыхиваю денежные эти дыхания. И вот, и сейчас дышу. Готовилась и думаю, что что-то получится. обязательно. Все самое лучшее. Мы же творцы, творим свою реальность своими мыслями, желаниями и словами. Да. Каждый день почти все осознание приходит больше и больше, и из ваших сеансов очень много, и так информации есть. Вот так вот. Отлично. Это радует. Осознанность, путь к совершенству. Хорошо, Зиточка, давай тогда. Что ты ждешь? Какие цели у тебя от сеанса? Ну, сегодня хочу проработать мою сестру Асту, мою тетю Регину, массажистку. Одного массажиста уже проработали во 2-м сеансе. И биоэнергетика Андрея Сологуба. Хочу проработать вот этих вот. Важно мне. Так. Хорошо тогда. Цель сеанса. Да. Хочу расторгнуть все контракты, подконтракты, крючки, зацепки с антимиром и выполнить свою миссию. Убрать программу жертвы, предательства себя и других. Вернуть частички души, вернуть творческий потенциал, очиститься от паразитов, грибка, папилломы, герпеса, вернуть свои личностные границы, вернуть свое место под солнцем. Все, что не принадлежит, возвращаю антимиру и призываю на него карму. О себе оставляю опыт. Прошу прощения у Первого Творца и Вселенной, что прогибалась под чужое влияние и желание поконом Вселенной. Эзотерические практики мы проработали во 2-м сеансе, но прорабатывали так, как будто я была на стороне, я еще не вспоминала. Подруги делали, а я на стороне, как я боялась. А сейчас я вспомнила, что я тоже делала эти практики вызывания духов с иголкой и с зеркалом что-то. Вот я вспомнила и хочу отказываюсь от всех эзотерических практик. А как это было, вызывание духов? Я вот как-то, был такой круг нарисован, там буквы были, и иголку вот так как-то держала, и куда она повернет, там, или духа вызывала, или... Сейчас не очень хорошо помню. Зита, а ты взрослая уже была или это было в детстве? Это в детстве было. И, может, с уже новоряженного хотела узнать, какое имя будет, вот. И вот с зеркалом что-то. И как-то я его как вспоминаю, так в темноте, и вот в этом зеркале какие-то глаза увидела, или что там вот так вот, что-то такое вспоминаю. Но это было в детстве. Шариков никаких не призывала с цельнозора. Тоже проработали во 2-м сеансе Илью. Там тоже была программа «Пожалей меня». Вот так как-то там я жалела его, как я смотрела его ролики, там плакала. Что-то мы уже проработали это. Так вот, больше не смотрю. А символ не ставила? Нет, не ставила. Нет.
Тоже уже мой 4-й сеанс, уже много проработали, что Мгм. дальше. Сон. После 3-го сеанса я, Виктория, вас снила 2 раза. Первый сон. Сню, как будто у меня дома, где я раньше жила, вы чистите картошку. Я вам говорю, дайте я почищу картошку. И вы тогда сказали мне, что вам надо переплыть через речку на другой берег. И я проснулась и не помню больше. Так, вот такой сон. Так, второй сон. Сню, что я с телефонной будки звоню вам, а вы мне сказали, что мне на спине есть подключка от Андрея Сологуба. И тогда стали какие-то 2 мужчины, но они выглядели как какие-то сущности или вампиры, страшные такие, врываться в эту телефонную будку. И я проснулась с таким страхом, и сон кончился. Так, 3-й сон. Когда я стала готовиться к 4-му моему сеансу, приснила красивый большой черный конь с садником. Когда я пробудилась, мне первая мысль пришла всадник апокалипсиса. И я проснулась, больше не помню. Дальше сон. Недавно моего сына снило, что он слепой. Хочу узнать, что этот сон значит. Часто сына сню, что он маленький. И иногда сню свою маму, умершую маму часто сню. Здоровье. Болят спина, суставы, ноги, слабые и слоятся ногти. На уголках губ появляются трещинки, звон в ушах, сыпь на коже, чешется тело. Много лет меня мучает экзема. Хочу найти причину и убрать ее. Очень плохая память. По ночам горят ступни ног. Даже просыпаюсь из-за этой, как они горят мне. Очень тяжело спать. Мне на работе во время пандемии 1 год и 2 месяца мерили температуры в лоб. Хочу узнать, как на меня это повлияло, и убрать воздействие на тонком и физическом пространстве. Вернуть карму антимиру за вмешательство в мое пространство. Дальше. Переболела модной болезнью. 1 раз делала процедуру палка в нос. Тест. Хочу узнать, как на меня эта процедура повлияла, и отменяю воздействие. Прошли 3 недели после модной болезни. На работе сильно отравилась пищей. Очень болел живот. Так. Делаю чистку организма от шлаков, токсинов, тяжелых металлов с японским аппаратом биодетокс. Хочу узнать, не делает ли он мне вреда, могу ли я им пользоваться дальше. Это ноги в воду, да? Да, ванночку, воду, да. Такой аппарат, и вот хочу узнать, не делает ли он мне вреда. Так, родители. Родители тоже при предыдущих сеансах проработали, но мои родители были, они играли роль жертвы и палача, они мне были как осы. Так, случай из жизни. Хочу на этом сеансе проработать мою сестру Асту, тетю Регину и биоэнергетика Андрея Сологуба. У нас с сестрой Астой уже 20 лет нету теплых отношений. Когда мы были маленькими и ругались, она меня пугала и говорила, что прибьет с гвоздями к стене, как Иисуса. А я очень боялась. Она не имеет детей, занимается всякой эзотерикой, ходит к священнику-экзорцисту. Когда я попросила, чтобы она не молилась за меня и моего сына,
Она обиделась, сказала, что я безбожная, по-всякому назвала меня, выкинула меня с сыном с Фейсбука и с мессенджера. Теперь не общаемся совсем. Так, тетя Регина. Моя То есть вы тетя, хотите убрать подключки и привязки к ней? да, подключки, привязки, и вот она там со всякими эзотерическими практиками, и хочу посмотреть, не делает ли она мне что-нибудь. А то она очень, ну как, злая на меня. Говорит, что я ей завидую, там все такое. И, ну, у нас, как мы созваниваемся, разговор кончается тем, что я выключаю трубку и невозможно разговаривать. Она во всем меня обвиняет, ну, во всем, что только можно. Хоть я ей ничего не делаю плохого. Но она такая, она со всеми такая, со всей семьей, с мамой была, с отцом, с братьями, со мной. Она со всеми, она такая вот такая есть. Тяжелая, очень тяжело с ней общаться. Она сразу всех обвиняет, называет по-всякому. Со злостью всегда. Так, дальше. Моя тетя Регина, когда сделала мне массаж, я на спине под лопаткой почувствовала сильную боль. Я ей сказала, что эта боль появилась мне после, когда она сделала мне массаж. Тогда она мне ответила, что, наверное, меня продул ветер. Ходила я к ней на массаж, но боль так и не прошла. Потом я с этой болью в спине обратилась к ее другу, биоэнергетику Андрею Сологубу. Я на втором сеансе выяснилось, что он мне на спине сделал подключку. Боль так и не прошла. Хочу эту ситуацию посмотреть на тонком и физическом плане и отменить решение идти к ним лечиться. Карму вернуть за вмешательство в мое пространство. И еще, когда я начала у его лечиться, так я приснила, что мы очень сильно целуемся с ним. И когда я проснулась, чувствовала сильное удовлетворение. И еще этот Андрей Сологуб нам говорит, что он наш родственник. Но я этому не верю. А моя тетя Регина свято верит в это. Вот хотела бы узнать, он родственник или не родственник, но я не верю. А какие доказательства он Он предоставляет? показал только такую какую-то старую фотографию. Он говорит, это мой дедушка, и он очень похож на мою тетю Регину. А он сам где-то с Сибири, русский человек, живет в Ирландии. Вот. Я не верю. А что он по биоэнергетике? Как он работает? Что он делает? Ну, типа руками. На тело там нажимает что-то вот так вот, нажимает, руку ложит, там на кровать ложит, там ноги, ступни ног, там что-то нажимает, сильно очень боли бывает, там, ну, потом. Активирует Понятно. типа точки. Да. Он какой-то эзотерик, да? Да, все там, все в одном. Там все в одном. Там все в одном. И они с моей тетей как подружились, так у нас с тетей разрушились отношения. Мы сейчас общаемся. Просто, можно сказать. И он сейчас боится, чтобы я им глаза не открыла. Это есть. Боится? И вот мою двоюродную сестру тоже так взял, ее дочку. И сейчас мы почти не общаемся, но были хорошие отношения. Они первые приехали в Ирландию, потом меня пригласили. Все как было бы хорошо, но сейчас
Мгм. плохо с нами. Так вот, хотела бы посмотреть эти ситуации. Так, 2 года назад, как началась пандемия, я в интернете нашла молитву про Иисуса, выучила ее наизусть и часто ее проговаривала. Сейчас я понимаю, что я открыла портал. Сейчас я этой молитвой не занимаюсь, не проговариваю и отменяю, и расторгаю все. Зита, как ты почувствовала, что ты открыла портал? Как я почувствовала? Ну, как ты поняла это? Ну вот мне кажется, что я открыла портал. То Мам, есть мне такое предчувствие у тебя. такое предчувствие. Мгм. Вот как я, наверное, эту молитву нашла и стала ей увлекаться, мне ноги начали болеть. Мгм. Я почувствовала на физике. Давай милостыню, отказываюсь, отменяю и хочу вернуть свою потерянную энергию. Э, Хочу почистить свою машину с местом, где я сейчас живу. И хочу передать информацию моему сыну Лукасу и оставить информацию открытую в открытом доступе. Ну так и все. Мгм. Хорошо. Аспектов еще очень много, еще надо будет заказывать сеансы. Я еще все не могу, не проработаем так Все много. постепенно. Да, постепенно. Еще до бывшего мужа не дошли и другие аспекты. Мгм. Пошла так вот так. Хорошо. Ну что, Виктория, тогда у меня пока вопросов нету. У меня тоже нет. Хорошие, ясные аспекты. Ну, я... И еще сказать, так как мы были маленькими, я еще в коляске лежала, мама рассказывала, что она выходила на работу, а дедушка смотрел нас. И один раз моя сестра обвернула, она хотела залезть ко мне в коляску, и мы обвернулись. Так вот, интересно бы, что там было. Ты выпала с коляски. Опрокинула. Опрокинули. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Угу. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Зиты. Зита. 1, 2, 3. Так, я ее вижу. Ее энергосфера прозрачная. Ну вот где голова, вот с правой стороны, там какой-то как ветер. Черный цвет, энергия черная. Идет подключка в сектор магии. Угу. И две подключки. Одна черная, вторая такая как прозрачная, как лед. Угу. И со стороны интерферентов тоже какие-то энергии вот так как бы выходят, опускаются, поднимаются. Угу. Так. Ну, виден имплант. Имплант на шее, как будто шею захватил. Такой петля. И где сексуальная чакра, подключка, и на спине. Угу. Ну, вот эти все проявились, что она говорила. К этим людям есть подключки. Угу. Хорошо, поработаем. Виктория, отодвинься от этой ситуации. Считай эфирная ДНК. Зита ли это?
Да, это она. Угу. Спроси разрешение потрудиться с ней для нее. Она разрешает, и вот так как-то снимает из головы, как будто парик. Угу. Почему-то египетской жрицы. С такой челочкой ровной. Угу. И его вот так выкручивает, он черный, вот так выкручивает, отдает сектор интерферента. Угу. Так. Она говорит, я разрешаю поблагословить меня. Я спрашиваю, дает ли она разрешение поработать с ней. Угу. Да, она разрешает. Так, хорошо. Что, начнем вот этой с египетской жрицы? Виктория, как ты видишь? Я вижу, что выходит на первый план вот это, оно как кастрюля, вот этот имплант черный. Вот так оно прямо и звучит, сологуб. Угу. И вижу массаж, делает массаж. И она лежит, как будто на животе лежит. И вот так посматривает на себя, как бы со стороны. Обращает внимание, что энергии вот от где ноги, а он вот так берет как-то на руке, вот так прокручивает энергию, как змею. Она вот так вертится, и буквально вот так от интерферента прорастает подключка в сексуальную чакру и в позвоночник сзади. И ноги чернеют, все ноги чернеют. Угу. Рассчитывается нарушен энергетический баланс. Заключение. Вот так вот, заключение. Угу. Заключить. Ну, как в тюрьму заключить, говорят. Угу. Так, я этому сологубу приказываю проявиться в соответствии с его эфирным ДНК. Он проявляется в секторе магии, выглядит как очень высокий, с такими ногами-ходулями. Какие-то то ли рога на голове, что-то вот такое, белое, черное. Но что интересно, у него в руке как будто кнут. Угу. И он вот так вот этим кнутом как бы по земле бьет. Хвост у него длинный, тянется в сектор интерферентов. Копыта на ногах. Демон какой-то. Угу. Так, я приказываю этому демону отвечать, что он делает в пространстве Зиты. Он сказал как-то вот так одновременно, что он ее кушает и уничтожает. Угу. И я вижу Так. вот этот сон, где Зита якобы целуется. И вот этот черный поцелуй, который между ними, считывается как стыковка. Угу. Стыковка двух полярностей. Уничтожение преград. Угу. И вижу, как такие, как минусики, вот сверху, вот это, где у нее светящаяся верхняя часть, там заряд минус. Энергия заряжена минус. Это этот парадокс, когда позитивная энергия имеет отрицательный заряд. И соединяется вот с... С чем? Ну, когда она соединяется, то образуется как раз плюс.
с этим плюсом. Она вот так входит в вертикальную эту, вот так, там вот такая, как плоскость, Мгм. горизонтальная, а вертикальная, как труба. И идет вот такое пересечение, вот эти энергии, которые заряжены на плюс, они вот так имеют такое значение, как горизонт, покрывать. Мгм. А в этот, Труба как в это? этот горизонт, вот Ага. такая вот труба, которая затягивает, и я вижу, как она затягивает вот энергию зиты. Вот она имеет ее, эта энергия имеет очертания зиты, затаскивает в эту трубу. Считывается, создается резонанс. Мгм. Ну, буквально междуусобных войн. Мгм. И она попадает в нижнее пространство. Сейчас я хочу посмотреть, как ее энергетическая сфера была нарушена Мгм. этими Да, практиками. как это произошло? Мгм. Посмотри, Сейчас я Виктория. хочу посмотреть, вот сравнить Мгм. совершенную энергетическую сферу. Вот я вижу. Совершенная энергетическая сфера имеет вид яблочка или тора. Она сама регулирующаяся, сама возникает и сама себя поддерживает. А у нее получилось вот так, что энергетические потоки, которые сами внутри пространства циркулируют, они связались, вот, затянулись в эти подготовленные уже трубочки, образно говоря, и вся энергосистема, нижние вот ноги, вся энергосистема вот так вытянулась, Мгм. и сильное идет, считывается жжение. А почему жжение, когда оно такое все черное? Сейчас я посмотрю. Вот оно что. Там в этом нижнем портале, куда ее энергия ушла, идет образ раскаленные угли и Мгм. такие ноги, которые ходят по этим углям и вот так вот пытают, ну как бы наступают и вверх поднимаются. Это Мгм. программа, там никто не ходит. Это программа. А что же это за программа? И считывается вот это с йогами. Вот это они тоже по стеклу любят ходить, по Мгм. бессмыслица. Так. Считывается как увязать, увязнуть. И соприкоснуться, взять ответственность за будущее рода. Так, что это значит? Взять ответственность за будущее рода. Сейчас она показывает, что она буквально вот так берет вот эту красную энергию, как раскаленные угли. Это какой-то есть у нее контракт с Так. этим Сологубом. Разрешение. Считывается войти в нее, то есть нарушить ее границы. Я вижу, что когда он делал массаж, и вот это ключевой момент, когда она вот так посмотрела, она почувствовала какое-то вторжение в ее пространство, а у него произошел вот этот такой щелчок какой-то. Он вот так как-то цокнул глазом, типа подмигнул. Мгм. Так, И хорошо. она говорит, да пусть.
И я вижу, она вот так берет, ну это в эфирном пространстве, она вот так лежит, как будто бы на массаже, и она вот так берет левой рукой, смотрит в такой квадратик. Это фотография. От этой фотографии идет подключка в сектор интерферентов. Считывается родственник. Так, Сейчас. что? Родоначальник. Сейчас я посмотрю. Вот. Угольной династии. Почему угольной? Он считывается родоначальник угольной династии. А она смотрит с подозрением на эту Мгм. фотографию. И я вижу, что там появляется такой символ, вот как ее энергосферу вот так вытащили. Она вытянулась и попала в другое пространство, отяжелела, как будто она в колбу вошла. И в этой колбе находится, считывается дух измерений. Это Мгм. вот этот длинноногий какой-то персонаж. Я такого никогда не видела. Он считывается, он как на ходулях такой, и считывается как дух измерений. Мгм. Дух измерений. Я подумала, каких измерений? И я вижу, что это вот этих нижних измерений, вот эти черные энергии, и такой идет картинка, хлоп, закрылась как дверь погреба сверху. Внизу Мгм. вот этот эгрегор угольный, какой-то угольной династии. И там как будто кто-то сидит, вот так завис, как в позе лотос, и вся вот эта задница красная, как у этого, ну, есть такие обезьяны. Мгм. А под низом такой диск, и вот это все горит. Горит вот этот, как диск, угольные, как угольки. И дальше еще ниже идут пространства, измерения, низшие М. измерения. Считываются квази, искаженные. Мгм. Какие-то Так. пространства искаженные, квази. Идет вот так, квази, как вот это перекручено. И вот она показывает вот этот парик, который она вот так вот перекрутила, сбрасывает. Так. Это, да, это какая-то программа, дух измерений, так и звучит, М. который он противостоит сопротивлению, внутреннему сопротивлению М. человеческого разума. И я вижу, что когда она вот в ней борется вот этот конфликт, то есть это программы, вот убеждения, Мгм. вот эти все программы, Взламывает, да? ценности, это все борется. Мгм. И вот этот дух, он как раз ответственный за сопротивление. Взломщик, в общем, да, Виктория? Вот, точно, да, он взламывает программы, потому что она смотрит с подозрением, то есть ее внутренний критик работает. Почему? Вот, потому что у нее есть высшие ценности. Вот. Мгм. Высшая ценность это, сейчас я ее спрошу, какая у нее ценность, внутренняя высшая ценность. Спроси. Она вот так открывает окно в сектор Первотворца, говорит мир, истинность. Ну, но программы, внутренние вот эти убеждения, я говорю, почему она позволила?
подключиться, чтобы он подключился к ее энергосфере. Мгм. И она показывает на сестру, говорит: сестра Анна. То есть есть зацепка, где сестра взломала ей. Я вижу тот страх, который владеет. То есть этот маленький ребенок, она смотрит на стену, и на стене огромное распятие Иисуса, якобы Иисуса, но это энергия такая расплывчатая, коричневая, и оттуда смотрит вот этот дух, Мгм. дух измерений, дух пространств, да. Так, а что в этот момент прошло, когда ее сестра встречала ее? Какой вот этот был на физике момент с этим Иисусом Ну, ключевой? на физике она и пугала. Мгм. Ам, Анна пугала Зиту. И я вижу, что в этот момент в эфирном плане у Зиты как будто бы такие иглы вонзились вот сюда, в руки, вот в эти меридианы Мгм. и в лоб. Виктория, Виктория, считай, иглы вот это как-то связано с вызыванием духом с помощью иголки с ниткой? Тоже Этот есть зацепка? конкретный случай связан с тем, что ее сестра пугает, что если она будет непослушная, то она ее сделает с нее распятие на Мгм. стене, как и Иисуса. Ясно. На этот, Виктория, как ага, именно привязана вот эта ситуация с Сологубом. понятно. Виктория, а ты вот сказала, что ее зовут Анна. Зита написала, что ее сестру зовут Астра. Это один и тот же человек? Да, это один и тот же. Но я услышала Угу. Понятно. вот так. Так, хорошо. Там не так четко слышно, как я тебя слышу в наушниках. Угу. Хорошо, Виктория. Давай посмотрим. Я приказываю хозяину этого духа измерений. Самому главному я приказываю проявиться. Так, от этого отсоединиться, что ли? Отсоединись, да, Виктория, отсоединись от Да. сестры с этими страшилками. Мгм. Кому принадлежит этот дух? То есть, Да, чтобы... кто хозяин этого духа измерений, самого главного хозяина, я приказываю проявиться. Так, проявляется такое же похожее существо на него в секторе интерферентов уже. Мгм. Я приказываю назваться ему. Ну, звучит Сатанаил, Мгм. Люцифер. И я вижу у него вот это к его считывается сердечная чакра, а это его этот писюн. Мгм. И вот оно что, вот какую вот эту змею, вот этот управлял Махал, да? какой Мгм. змеей. И вот этот его этот черный писюн, Понял. вот это Ага. как змея, вот эта энергия вот так вот закручивается туда-сюда. И это и есть дух измерений, Мгм. взлома, взлома программ сопротивления. И в этот момент я вижу, как Зита буквально встает с этого ложа, где она лежала на массажном кресле. Я говорю, что и она вот так встает, а у нее как будто бы на спине находится вот этот Квазимонда какой-то, Мгм. вот этот урод. Так, что она делает?
я говорю ей, что она может, она говорит, что отлепить. И я вижу, как она поднимается вверх, она отменяет вот это, как она зашла в этот кабинет. Массажный, ага. Да, она отменяет этот момент, разрывает контракт, соприкосновение, и я вижу, как и с этой трубочки, вот этой вертикальной, вот ее частица души оттуда выходит, и снимаются вот эти все меридианы черные, как нити. Вот этот хвост отпадает под ключкой, я вижу тот сон, и она буквально во сне вот так в рожу этому Сологубу, ну, этому духу. Да. И я вижу, как вот эта энергия между ногами, он как бы разрезал ей энергосферу, и она вот так зарастает, вот этот изъян. Я ей передаю, чтобы она наполнилась своим собственным светом, гармонией, целостность вернула, отменила. Я вижу эту фотографию, она вот так рвет. И она вот так говорит: он не мой господин. Вот оно что, вот это примазывание к роду, то есть я твой родственник, это попытка узаконить свое господство. Понятно. Так, хорошо. Пусть она приказывает этому Сологубу забирать все его воздействия его руками и отдает карму ему, этому духу, Сатанаилу, и пусть забирает свои Я частички вижу, души. как от нее уходят вот эти энергии, как будто бы вот жмякают тесто. То есть он там хорошенько ей наколдовал. Это все уходит, она поднимается вверх. Я ей передаю, чтобы она сожгла все эти энергии, вернула целостность, гармонию. И она вот так берет из своих ног и как бы отлепливает, как будто бы прилепились вот эти подошва, такая подошва с этими угольками, как липучие такие. Она это отстегивает от себя, и с ног, вот со всех ступней начинают вот так энергетические лучи идти. Очень красиво. Вот. Хорошо. Очищается энергосфера. Там еще какая-то точка есть в принятии решений. Так, что-то она приняла решение. Она говорит, вот я ей говорю, чтобы она это все почистила в портал. Сестра проявилась. Анна. Она звучит Анна. Как Хорошо. ты говоришь? Астра. Может и Астра, потому что оно не звуком звучит, Аста. а по-другому в эфирном пространстве. Когда я слышу, это не звук. Я не слышу вот как голос. Оно как-то звучит, ну, по-другому. Сейчас я Аста. проверю. Без «р». Аста. Она написала. Проверь, Виктория. Да, Аста. И я вижу, как эта маленькая девочка, вот у нее как застыл, она как застыла в пространстве вот этого пугания. Ее сестра находится в секторе интерферентов. И вот эта картинка, в секторе магии. Вот. И как маленькая девочка стоит и буквально вот так смотрит, упирается вот в этот образ распятого Иисуса. Типа, ну, она не понимает до конца, что это распятый Иисус. Просто она вот эту картинку устрашающую видит. Это энергия страха, предательства, принесения в жертву. И у нее прорастают, она вот так смотрит на эти сосульки в руках. И вот эта молитва к Иисусу как раз притянулась на эту ситуацию и усилила тот открытый портал, который уже был, основан на страхе. Ну, вся религия, я сегодня только утром думала о том, что если взять, например, Библию, то
католицизм, православие ничего общего не имеет с тем православием, которое было записано, скажем так, в Библии. Мгм. Там ни ритуалов, ничего этого нет, абсолютно. Наоборот, ну, как все противоположно. И я вижу, она выходит с этого. Я ей говорю, чтобы она отдала этой Асте ее все пугание, потому что ей Зите бояться нечего. Мгм. Она любимое дитя Вселенной, она свободна. Я вижу, как она отдает этой сестре вот так вот эти сосульки. И Мгм. вот так собирает эту энергию устрашающую с этой стены Мгм. и расторгает контракт. Она буквально сидит, вот девочка, и пишет: расторгаю контракт. Но в этот момент появляются иголки. Иголка, которая вот так вот вызывание духов. Мгм. Хорошо, Виктория, вот эту ситуацию пока заморозь, Какое? где она расторгает контракт этот. Да. Чего? Мгм. Так, это осталась зацепка с вот этим вызыванием духов. Это Да. одна цепочка. Мгм. Мы потом вернемся проверить, расторгли контракт до конца. Давай, Хорошо. Виктория, посмотрим, что происходило в момент, когда она вызывала духов с помощью этой иголки с ниткой. А я вижу в эфирном плане ее ноги почернели, правая нога согнулась и как будто бы поросла такой шерстью. В Мгм. секторе принятия решений там идет точка черная, считывается проклятие. И она вот так смотрит, и я слышу проклятие рода. Так, давай подробнее посмотрим, что это за проклятие рода. Ну, вот это вызывание духов. И появляется какой-то дух, похожий на черта. Мгм. А у него там, где вот как у свиньи рыло, то у него такое рыло, но оно такое, как будто бы с гофрированной трубы сделано. Мгм. О, это вот труба появляется. То есть получается, что он, вот этот дух, учуял, вот так и считывается, точно так же, как мы считываем информацию своей лимбической системой, вот запахи эфирные, М. с эфира берем информацию. Так. Вот точно так же вот этот антимир, у него тоже есть эта лимбическая система, и он учуял вот эти действия, вот эту направленность ее сознания и проявился. Я вижу другой момент, когда она вызывает тоже духа, как мужа, жениха, и там эта морда появляется, как глаза, ну, буквально Мгм. как маска такая в виде глаз. Так. Но сейчас я услышала грохот разбитой посуды. Я вижу, как Зита снова идет вот этот образ, как жмякать, как будто тесто такое черно-серое. И я вижу, она снимает черное кольцо с пальца, разбивается это зеркало, в которое она Мгм. смотрела. То есть все эти ритуалы насуженного, вызывания духов, они все связывают подсознание. И я вижу вот это, она вот так сделала, чихнула, ее лимбическая система вот здесь в носу, внутри,
Там такой Мгм. комок, буквально шерсти считывается. Она удаляет. Интересно очень. И вот она встает из-за этого стола, она вот так перечеркивает, то есть запрещает, отменяет. Мгм. Отменяет вот этот ритуал вызывания духа. Отлично. И так, эта иголка выходит, она закрывала ее будущее, то есть этот вызывание духа, этот ритуал закрывал ее будущее, Мгм. свет первоисточника, и вот это буквально считывается как затычка, оно вот уходит, такой вот как шлейф. И свет просачивается, раскрывается фрактал, Мгм. и она выходит с этого пространства, я ей передаю, чтобы она убирала все подключки. Подключки пусть отдает этому духу, отдает ему карму Да, и она это возвращает делает. свою энергию, частички души, очищает. Вот что Поднимает. мешает людям встречать их родственные души. Это вот эти вызывания духов, это попытка самому связать своим несовершенным сознанием. Мгм. Я ей передаю, что вот все аспекты Зиты, что она отрекается от этих всех Да, магических решение, ритуалов. да. И она вот так, у нее в носу крутит так, крутится, что-то крутится. А это палочка, Какая которая палочка? модная болезнь, когда ее... Не подсказывай! Хорошо. Я же должна Что она увидеть, что крутит? это. Посмотри, Виктория, что эта палочка крутит. Я вижу такая черная энергия, палочка такая. Ну, почему я Мгм. говорю палочка? Энергия такая Почему? черная, крутится, крутится. И ей это так, знаешь, хочется а, чихнуть. Оно тянется в сектор магии. Так, кто в секторе магии, приказываю проявиться. Появляется там такая красная паутина. Так. Как нарисован, как батут. На этой паутине стоит очень высокая такая, как медсестра в белом халате. Мгм. И я ей приказываю, вот, да, я вижу, это медицинский этот Мгм. эгрегор. Я ей приказываю отвечать, что она делает в пространстве Мгм. Зиты. А она говорит так, усыпляю. И я вижу, как эти черные энергии, они буквально как будто бы ее положили, Зиту, сверху, вот это черные энергии, вот так как руками давят вниз. И я вижу, что Зита вот так сквозь эти черные руки смотрит сквозь них. И Мгм. постоянно у нее в носу такие вот бурлит все, и она хочет чихнуть, ее там лоскочет, и я вижу, как в печень, и идет в печень от носа, вот так подключка в печень. Мгм. Снова я слышу родовое проклятие. Сейчас от печени идет в сектор магии, а там слышу ритуал. Мгм. Где-то так внизу, в каком-то пространстве таком пустом. Какой-то ритуал.
Так. Мгм. Там так пусто, эхо звучит. Вот я посмотрела, где границы его, а они такие, как стеклянные, как колба. Я постучала, но почему-то я Мгм. тоже туда зашла. Я сейчас выйду Выйди. и просто просмотрю снаружи, Мгм. что происходит. Так, там кто-то лежит. Лежит кто-то, я вижу, что это кто-то умер. Какая-то женщина, она умерла, у нее на пальце, как в морге, такая табличка. Бирка. Мгм. Да. Так. И это вот находится в секторе магии, и оно вот так против часовой стрелки, этот стол кружится, он как будто бы круглый такой, и вот так кружится постоянно. Мгм. Это Зита, предыдущее воплощение. Мгм. Так, это как-то Это, связано с ритуалом, ты сказала, Виктория? да, какой-то ритуал, но сейчас я посмотрю, какое Мгм. родовое проклятие там. Там появляется символ красной звезды, как звездочка вот эта патриотическая. Мгм. Не вот это на курантах, ну, на башне Кремлевской. Так, не с острыми углами, а вот такие расширенные, как пионерская звездочка красная. Ага. Так. Так, я слышу убийца. Мгм. Так. Что-то еще появляется. Появляется Сологуб, слышу. Он убийца. Мгм. Так. Я этому Сологубу, этому убийце приказываю проявиться в соответствии с его эфирным ДНК. Ну, этот мы уже видели, что Мгм. он Да. носитель этого духа. Мгм. Так, я ему приказываю отвечать. Имеет он отношение к убийстве Азиты? Пусть отвечает. Он говорит, что он ее расстрелял. И я вижу выстрел из револьвера впритык в лоб. Мгм. И Зита вот показывает вот эту черную, этот черный имплант, который я увидела в самом начале сеанса. Она вот показывает, что это, это его рук дело. Мгм. Считывается как расстрел заключенных. И я вижу, что эта девушка, она стоит на коленях, и он ее вот так подставляет револьвер в затылок, а потом ее резко вот так разворачивает Мгм. и просто в лоб стреляет. Потом я вижу, что происходит в эфирном плане. А в эфирном плане он ее хватает, ее душу вот так, как за грудки, за сердечную чакру, и поволок ее в эфирном плане, усадил вот этот э, дух. И вот Мгм. пальцем вот так тыкает, чтобы она подписала контракт. И вот это снова я слышу Сологуб. Так. Давай посмотрим контракт. На что согласилась
Подписала ли она его, этот контракт? Виктория, посмотри. Я вижу, что она бьется, как птица в клетке. Душа ее, она захвачена, находится в таких энергиях, как будто такая черная сетка, как ветки таких деревьев черных. Вот это как гнездо такое. И она внутри этого бьется, ищет выход. Так. А он, они говорят, я слышу слово карантин, но оно имеет отношение к тюрьме, к этой ужасной. Там так ужасно, сыро, какая-то грязь и эти такие большие мыши, морда такая крысы. Так, это то пространство, где лежала эта женщина с биркой? Нет, это было перед Другая? этим. А потом ее... сейчас надо посмотреть, что за ритуал был произведен. Я вижу, что этот ритуал включает в себя, считывается расстрел в лицо, если, чтобы она посмотрела на него. А потом вот эта бирка. Я вижу, что они вот так берут и этот стол какой-то, он как будто бы вот так едет на чем-то. И шух, как в печь. Это на физике, Виктория? Да, они сожгли ее. Ага, кремация. Да. Понятно. Так, а кто проводит ритуал, связанный с револьвером, выстрелом в лицо? Сологуб. Угу. Так, что это за ритуал, Виктория? Давай посмотрим. В Сейчас чем я его? смотрю, что там он вот так берет эту красную огромную звезду. Считывается как коммунистическая партия. Демоническая коммунистическая партия. То есть получается, что они как бы народ от Бога отбили, а сами магией вовсю занимались. Да. Вот эти постоянно идет вот это жертвоприношение, и вот когда толкают в этот огонь. И эта ситуация у нее как прописана генетически, и она находится в секторе насильственных программ. Считывается как управляющая доминанта. Ну, это снова идет. программа? Да, да. Ну, вот эта программа, то есть это какое-то событие, убеждение. Она пишет контракт. Вот ее склонили. Но я хочу узнать. Там постоянно идет вот так, как предательство рода. И Так. я вижу, что в эфирном плане она вот так сидит как бы за столом после смерти, когда ее захватили. И она еще не понимает, что происходит. И она отдает. Там такие ключи, как будто она видит себя дальше в тюрьме. И я вижу, что она снимает из своих ног как следы красные. И они эти следы вешают. Я вижу, этот Сологуб делает какой-то ритуал, связанный с ногами. Фу. Не вовлекайся, Виктория.
Какова Этот дух, суть? вот этот Мгм. дух, я вижу, он нагнулся, он как будто бы вытанцовывает, нагнулся над этими стопами, смотрит на эти стопы, на пальце левой ноги вот эта бирка висит. Мгм. Почему-то на бирке эта девушка, вот ножки ее, все, а там он так смотрит, вытанцовывает вот так, и как будто бы языком черным слизывает, лижет эти ступни, и появляется на этой бирке, сейчас я почитаю, появляется Сологуб. Так. А что на бирке написано, Виктория? Оно вот так проявляется. А до этого, До этого? сейчас я посмотрю, вот этот мужчина, он идет, вешает, раз. Там много таких людей лежит. Мгм. Так. И он что-то записывает в какой-то реестр. Эту девушку зовут Анна. Ага. Вот, наверное, поэтому так я и слышала постоянно Анна. Мгм. А Зита говорит, вот показывает, это я. Мгм. Так. А зачем он вот это имя свое туда? То есть он как будущее воплощение. Считывается как взмах крыльев. То есть как бабочка, как будто бы вот взмахнула крыльями Мгм. и перевоплотилась. То есть это завязка кармическая для будущего воплощения. Мгм. Так, а сейчас, ну это понятно, сейчас контракт, какой она подписала. Она говорит, я предала себя, я позволила себя убить. Мгм. И говорит, что я спросила, почему. Она говорит, я сильно боялась. И она вся дрожит. Но вдруг начинает расти. Мгм. И она выхватила этот контракт, который вот так начал засасываться в это темное пространство. И вот так повесила. Мгм. Я вижу, она Так. вот так его раскрывает, как будто бы раздвинула двери. Вот так раскрыла. И там светится. И я вижу, она говорит, что она отдала свою душу в Так. руки неземного создания. Так, нужно зайти в тот момент, вероятно, посмотреть всех интерферентов Мгм. Зиты в том воплощении. Так, хорошо. Давай посмотрим. Я вижу А, на физике, там военные стоят, таких как гимнастерки с ремнем, галифе и сапоги черные. Мгм. Так, А на хорошо. эфирном плане, Так, хорошо, Виктория. Что, приказать проявиться? ну да, Хорошо, приказываю. Всем интерферентам в личном пространстве ЗИТа, всем приказываю проявиться в соответствии с эфирным ДНК и встать по старшинству. Это приказ. я вижу, как отсечены интерференты. Вот идет отсечение. Там как многожильный кабель. И большинство из них отсечено. Считывается, нас нет. Но одна такая вот тянется в сектор интерферента. А чем дальше, чем ниже, тем проявляется больше свечения.
А Так. там, где отсечено, оно вот такое черное. Сейчас я посмотрю, что это. Считывается Мгм. глобальный контракт. Там огромная энергия, светящаяся. И я М. вижу, это энергия Зиты. Мгм. И на лице у нее как будто бы кто-то вот так сзади лапой с такими когтями. Так, чьи-то Захват лапы. души. Чьи-то Это лапы приказу проявиться. Хозяину этих лап. так, стоять. Так. Убегает. Замораживаю его. Так, я его замораживаю. Мгм. Я вижу, проявился, считывается инопланетный разум. Проявилось какое-то существо серого цвета, и я вижу ту ситуацию, когда она выпала с Астой, так и звучит, с Астой, с колыбельки. Ага, с коляски этой, да? Да. Ага, понял. Мгм. Так. И он ухватил Зиту. Мгм. Понес туда, то есть у нее как будто бы сотрясение мозга произошло, вот, а он ухватил и принес вот так, пристроил к уже имеющимся фракталам ее души. Мгм. Да. Так, ладно. Так. А что это за глобальный контракт, Виктория? Давай посмотрим. Пусть Зита покажет, что это за контракт. Считывается общее пространство души. Общее. Так, что значит общее? Она протягивает руку и говорит, мы все здесь, то есть души. Это эгрегор, такое место, место повиновения. Говорит Угу. Люциферу. И Так. я вижу, как она идет на воплощение. Она буквально проваливается в это темное пространство, как на лифте очень быстро съезжает вниз. Я вижу, Угу. что вот это пространство антимира, оно проглотило буквально, захватило, проглотило божественные души, и поэтому претендует на роль первотворца. Угу. На преемственность, считывается канонизацию. Канонизацию. Что это значит, Виктория, канонизация? Право устанавливать считывается казуальные фикции. Канонизировать буквально идет шизоидный. Угу. То есть намерение эти души взять, ну, типа стать им отцом приемным. Так примерно, Виктория. Каковы его Нет, намерения? вот так, Угу. смотри. Да. Угу. Вот этот Сатанаил, он
как это все пространство проглотила души, то есть Да. заключила договора, захватила, украла. И сейчас идет вот переброс кармы. И как вот этот черт, который там танцевал возле этой бирки, и смотрит, там написано Анна, а он уже туда вкладывает ее, ну, его энергию для будущего воплощения, для будущего контроля над душой. И заявляет таким образом право. И светлые, чистые души по конам Вселенной, творческой Вселенной, творят свою реальность, свое будущее и меняют прошлое, то есть вся эта реальность под их контролем, по конам Вселенной так сотворено все. А когда эти темные захватили эти светлые души, то снова я слышу преемственность. Таким образом, они ищут преемственность, то есть все должно быть узаконено, право по праву Вселенной, и они должны предоставить некое доказательство, что они имеют право устанавливать коны творцов. Получается, что захватив сияющие вот эти чистые души, антимир исказил сам процесс творения. И эти души, так как они запрограммированы, они есть по сути творцами, то они не хотят, но они программируют свою реальность, которая уже как бы искажена, вот это идет как испорченность, да, квази. То есть они продвигают своим творческим потенциалом эту матрицу антимировскую. Это как человек, например, вот все сейчас прикованы к какому-то событию, и все вместо того, чтобы создавать реальность процветания, отдают свою энергию в формирование вот этих негативных подключек к эгрегору войны, скажем так. Ну, к эгрегору там этой пандемии, к эгрегору там еще какому-то, к этим фальшивым энергетическим структурам, которые отбирают энергию. Но как они отбирают? Путем вот переваривания, перетравливания. Да. Так, хорошо, давай посмотрим этот контракт, по которому Зита пошла в этот эгрегор, отдала свое право. Пусть она покажет контракт. Она говорит, я согласилась быть соучастницей. Вот когда он ее развернул, и, и прямо в лоб ей, где третий глаз. Я вижу, что в этот момент прорастает эта подключка к сексуальной чакре, а считывается к сердечной чакре с этим Люцифером. И я вижу почему. Потому что она не верила, что он это сделает. Она закрылась. Это как этот синдром, стокгольмский синдром. Она не хочет в это верить, что он ее убьет, такую молодую и красивую. И она начинает себя буквально убалтывать, что он хороший. Она как будто бы начинает подсознательно показывать свою внутреннюю красоту, свою женственность. Да. Поддаться. Да, она поддается ему. Вот это слово поддастся. То есть поддаваться, подстроиться
Вот это момент взаимодействия насильника, агрессора и жертвы. Она поддалась ради того, чтобы выжить, но Мгм. потеряла таким образом свободу своей души. И мне приходят эти слова из Библии, что не бойтесь потерять тело, бойтесь потерять душу. Но я вижу, что она в этом моменте вот вырастает. Она как Мгм. будто бы такой появляется символ такого большого яйца, и она буквально выходит с него. Я Мгм. ей передаю, чтобы она отменила этот контракт и приказывала этому колдуну, потому что он находится по отношению Да. к ней в секторе магии, убирать всю его магию. Я вижу, как эта огромная звезда прямо на него. Мгм. И этот пистолет, к нему тоже выстрел этот. И руки развязываются у нее. И вот сейчас окончательно она срывает со стены вот этот символ распятого Христа, Мгм. отправляют все в портал на утилизацию, и я слышу этот звук, как ветер воет. Вот эти молитвы завывают, которые Мгм. направлены на самом деле не к Иисусу, а к программам жертвы, и завязываются они и уходят в сектор интерферентов. Я вижу, она Мгм. вот этот блокнотик как будто бы с такой книжечки читала. Вот взяла этот и порвала эту книжку, закрыла. Я вижу, она вытаскивает изо рта вот эту трубочку. И все, я ей передаю, что она поднималась в самые высокие пространства, и все это выталкивала в портал. Так, Мгм. сон. Кто-то сидит, чистит картошку в секторе магии. Так, кто это в секторе магии? Приказываю проявиться. Какая-то черная фигура на копытах. А первое, что звучит, Вика. Мгм. Я приказываю назваться. И вырастает вот этот огромный на этих ходулях дух Мгм. пространства, дух измерений. Приказываю отвечать, что он делает в Делать в пространстве пространстве Зиты. Зиты. Мгм. Вижу, она спит. Он говорит, что завязывает. Я вижу на уровне колен у нее завязывает что-то. Говорит фикции. Фикции. Мгм. Иллюзии, то есть Да, иллюзорное да, что-то, да, да? да, да. Вот. Так, сейчас я его замораживаю. Хочу посмотреть, что происходит в эфирном пространстве. Вот когда Зита видит этот сон, что происходит в ее сознании. Мгм. Я вижу, как этот черный силуэт, который написал вот здесь Вика, потому что он ей показывает, что это типа я. Он заходит к какому-то, как к двери, к черной Мгм. двери. Там считывается контроль подсознания. Оно бум, ну вот так этот звук не могу повторить, так как это сигнальная Ага. тревога. Вот. Но Контроль. так как он считывается, вот эта Вика, и он проникает в глубину, он открыл подсознание. Мгм. Так, а что Считывается, позволило? отключил. Не открыл, а отключил. Мгм. Вот эту сигнальную систему, Ага. сигнализацию.
и проник, вот я вижу дальше, куда идет, считывается схрон, хранилище. Хранилище. Это там, это это в где секторе хранится интерферентов. дольше? Угу. Сейчас я посмотрю, что в этом хранилище есть. Посмотри, Виктория. Вижу там такой сюжет. Маленькая девочка ходит и какую-то куклу вот так, ну, жутковатый звук такой идет, вот так люляет эту куклу. Угу. Я спрашиваю, так, сейчас читаю, кто это. Кто это, да? Я вижу, считывается Зиточка. И она вот так сидит, такие колготочки, как в Советском Союзе были. Угу. И она вот так вся дрожит от страха. Так, спроси ее, почему она дрожит. Она показывает на сектор принятия решений и говорит о папе, об отце. Говорит, мой папа убийца. Он, я вижу насилие в семье. Угу. Так, какое событие испугало ее? Ну, я вижу такой вот кулак, который заносится над головой ее матери. Угу. Так, в этом моменте она это видит? Она это видит, и она буквально считывается костенеет от страха. Угу. И вот именно этот страх, вот я вижу, она показывает, как она говорит, что она волнуется перед сеансом. Зачем волноваться? Незачем волноваться. То есть, потому что вот эта маленькая Зиточка где-то там у нее внутри сидит и чувствует эту угрозу. Угу. Так, хорошо, Виктория. Давай войдем в тот момент, поддержим Зиту, покажем, где ее отец и мать, передадим ему энергию любви, заботы о ней, покажем, где ее первотворец, что он заботится о ней. Да, все происходит. Она ручками потерла глазки, и я вижу, как эти черные, как очки такие, сошли. Я ее поднимаю вот так, как мама. Угу. Первоисточнику, вот в сектор будущего, передаю информацию, что с ней все хорошо, и всю информацию с наших сеансов. Угу. И она, да, идут такие изменения, выходит с этого, и я вижу, как она дернула из сектора будущего эту штуку, как дверца, и выходит с этого пространства, открыла эту, и я ей говорю, чтобы она сейчас все элементы страха убрала из ее пространства, все подключки, все вибрации, наполнялась энергиями любви, самыми высокими энергиями совершенства, гармонии, и все чужеродные энергии, подключки удаляла, чтобы она сейчас, она поднимается и смотрит, у нее много подключек к третьей чакре. Так ее зажали вот эти, и чтобы она убрала подключку и к ее сестре.
разорвалась как будто резинка. И чтобы отправляла в портал все взаимодействия с ее сестрой, все утечки энергии перекрывала и возвращала всю энергию, которую она потеряла. Угу. То есть очистить информационное поле от всего этого страха. И от всех этих подключек. Подключек и закрывает все порталы. Да, я ей передаю, чтобы она отсоединилась от энергий Сологуба. Угу. Пусть она Приказала ему ему отдаст всю убирать, карму. выталкивала Угу. все его энергии, очищала все пространство от всех энергетических зависимостей, наполнялась энергиями гармонии, здоровья, и пусть восполнит все потери, заберет всю ее энергию. И вот в этот момент я вижу, как с этого выходит энергия ее. Да, все, чтобы она выталкивала все чужеродные воздействия. Пусть она выталкивает все чужеродное из себя, все на аннигиляцию чужеродное, призывает все частички своей души из всех мест, где она ее потеряла, и очищает. Ну, сейчас я вижу, ее энергосфера от этих блоков очистилась. Угу. Еще что-то есть вот здесь. Так, там как бульки какие-то. И тянется в сектор магии. Угу. Приказываю. Кто связан с этими бульками в секторе магии, приказываю проявиться. Слышу Аста. Так. И вижу снова вызывание духов на этой иголке. Угу. Я вижу, как Аста, это маленькая ручка такая, детская, и она берет эту иголку, Зите вот так по руке, руку взяла, и этой иголкой на ручку. Так, пусть своим сознанием зайдет в тот момент, прикажет этой Асте забирать ее воздействие и откажется от этих манипуляций. Она это делает и улыбается, выходит с этого пространства и появляется вот как в секторе миссии. Сектор будущего, сектор миссии, то есть она исправила это прошлое. Хорошо. Виктория, считай информацию. Есть ли между Зитой и Астой какие-то кармические завязки неразвязанные? И я вижу, что вот эту ситуацию, когда это тело девушки в крематории, и там появляется еще женщина в белом халате. Она так и звучит, Аста. Так. Я приказываю этой женщине отвечать, что она делает в ее пространстве. Я вижу, она сидит, что-то пишет. Она договорилась с этим. С Сологубом? С Александром, да. Угу. Так, о чем договорилась? Приказываю отвечать. Она говорит, мы ее утилизируем. Угу. Он же ее расстрелял в лоб. И что-то с этим связано. Может, он не имел права это делать? Так. А это, говорит Аста, мы ее утилизируем. Говорит, и заберем себе. То есть это, я так понимаю, на эфирном плане.
То есть, когда они ее утилизируют, то есть они забирают контроль над ней, над ее душой. Так, Угу. я приказываю ей отвечать, что она делает. Она говорит, что она подписывает договор. Так, с кем? Сейчас я посмотрю. Угу. Я вижу, что на подсознательном уровне происходит разговор между душой этой девушки и Асты. Угу. Так. Аста говорит, что, что она ей поможет. Вот так берет какую-то красную ткань, как будто бы накрывает ей глаз, натягивает на лицо. Угу. Говорит, поможет скрыть. Так, что? Скрыть поможет, приказываю ей отвечать. Так, там я вижу сейчас в пространстве Зиты, в секторе принятия решений, засветился вот такое свечение появляется. Угу. Так, что значит скрыть свечение? Сейчас я посмотрю, Угу. что скрыть. Типа да. Угу. Потому что для ее так как чего? загнобить, скрыть, утилизировать. С какой целью она хочет скрыть это? Выгородить, буквально выгородить, и она вот так поднимает этого Александра вверх. Угу. Так, считай, Виктория, зачем она выгораживает ее? Какая причина? Я Угу. вижу, что у этого Александра в результате этого ритуала всего вот эта светящаяся энергия Зиты появляется у него в голове. Угу. Считывается переселение душ. То есть он как бы забрал ее частицу души, а она отдала. И вот Угу. эта черная штуковина в ее голове, это его энергия, а у него ее. Это то, что я видела, как они ее Угу. проглотили. Вот она как. Так, с чем соглашается Зита с этой Астой, этой медсестрой? Я вижу, что она как-то, как будто просит ее, встала на колени, просит ее что-то, чтобы та защитила ее от этого человека. Угу. А она дает ей какой-то. Но это похоже, когда еще она жива была. Угу. Считывается, что дала надежду, обманула ее. Ясно. Так, видит Зита, что произошло? Что ты Да, видишь? она говорит, что она видит, и в этот момент я вижу, как у нее вот эти проявляются программы предательства себя, принесения себя в жертву. Эти Угу. ресницы, так называемые, то есть вот это считывается ускользающий взгляд в преисподнюю. То есть во время этого она как бы перенаправила ее духовный взгляд на этих интерферентов. Дала ложную надежду. Обманула. Хорошо. Угу. Пусть Зита зайдет в этот момент, когда давала это Аста ложную надежду, выскажет ей все, что думает, изменить свое решение, не доверять этой женщине. Угу. Эта женщина дала какую-то картинку.
Вот, так, вот ту же картинку, которую она вот так держала. Вот эту фотографию. Так, а это считывается, она говорит, он наш родственник. Он твой родственник, вот что-то такое. То есть родственная связь, то есть она дала надежду, что все будет хорошо, но знала, что будет все плохо. Это какой-то у них ритуал такой или прием, чтобы оболванивать, усыплять внимание. Ну да, любая ложь, любая, да, даже малейшая ложь, это есть ритуал Поэтому подчинения, да, подчинения сознания. Эти же прием Сологуб использовал и в этом воплощении. Да. Понятно. Так, хорошо, пусть выскажет все, что думает, изменит эту ситуацию. Вот сейчас я вижу, как Зита, Анна, она встает и вот так вот рукой вот этот пистолет вот так отодвигает, убирает вот эту подключку от сексуальной чакры, убирает подключку из спины, и вот это косматое чудище. Вот эти чудища, которые вот там изображены на этих химеры типа, это вот эти как раз и есть вот эти программы демонические. Она это все сбрасывает и как шмякнет это все, ногой отодвигает. Я вижу, как черные энергии сползают с ее нижних чакр, вот с ног, все уходит. И она вот так печать какую-то светящуюся ударила. И в этот момент ее вот так все сияет. Вот где 6-я, 7-я чакра, все сияет. Я ей говорю, чтобы она проверила всю ее лимбическую систему и перенаправила весь ее духовный взгляд и все ее направления к источнику жизни, к гармонии. Ну, оно и звучит к Первотворцу. Хорошо. То есть тот Творец, который родил Творцов. Так, Виктория, у меня один вопрос был. У нее была какая-то программа доминанта в ее пространстве. Посмотри. А эти все программы уходят. Это убеждение. То есть в эти события, в которых человек принимает какое-то ложное решение, оно является доминантой, которая переходит потом, ну, как генетическая память, как управляющий элемент. Вот. Все эти доминанты становятся пассивными тогда, когда человек на уровне сознания, вот она на уровне сознания это отменила, Хорошо. и ставит перед собой совсем противоположные цели. То есть это на самом деле как переосмысливание событий, переосмысливание каких-то убеждений и переосмысливание ценностей. Потому что когда ценности жизнь души, тогда все выстраивается по конам гармоничной Вселенной. Виктория, отсоединись от этой ситуации. Давай посмотрим эту ситуацию, по какой причине она попала в застенки, в эту тюрьму. Ну, я слышу репрессии. Так, репрессии. Понятно. Так, ну хорошо. Очистила репрессии, она. увековечивание власти дьявола. То есть все идет, ничего не изменилось. Все как было тогда, так и сейчас есть. То есть захватить преемственность власти. Вот как, ну, все то же самое. То есть захватить души
которые являются преемниками или сыновьями Бога, потому что живут по конам Вселенной и проявляют эту божественную сущность, для того, чтобы демонстрировать право продвигаться выше и узаконить власть. Хорошо, Виктория, отсоединись от этих ситуаций. Давай посмотрим. Отсоединилась? Да. Давай посмотрим сон Зиты, когда ей приснился черный конь со всадником, на котором она подумала, что это всадник апокалипсиса. Что происходило в этот момент? Так, я вижу, что этот конь, он находится в секторе интерферента. Так, подключка. Сейчас я посмотрю, куда. Тянется в область печени. Оно так и звучит, как родовое проклятие. И все уходит. Ну, это вот эти все события, которые мы, то есть подсознание дает четко понять. А то, что она определила, что это всадник апокалипсиса, это все вот как раз все, что так и есть. Потому что последние события, они вот, я вот вижу, это просто копия того, что происходит сейчас. Ясно. То есть попытка Антихриста узаконить свою демоническую власть и осветить ее, то есть назвать ее святой. То же самое, только в пространстве, ну, ее маленьком, личном. Хорошо, Виктория, я понял. Пусть она очистит этот сон от всего информационного поля, от чужеродных энергий. Да, это вот считывается, вот репрессии, то есть она вот находилась в этом эгрегоре репрессированных душ. Зачем им нужно столько много душ? Это столько много контрактов, то есть они собирают вот этот урожай, чтобы узаконить их дьявольскую власть. И она это считала. Так, она это выталкивает, я ей передаю, чтобы все почистила и стерла со всех информационных полей. Так, хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Так, Зите снилось, что ее сын слепой. Пусть посмотрим. Давай посмотрим, что в этот момент сна происходило. Это ему снилось. Я передаю, чтобы она передала сыну, чтобы она родила сына свободным, чистым, в ее чистом пространстве, когда она абсолютно свободна и чиста. И запретила любые взаимодействия и воздействия на ее ребенка. Считывается Анна. От Анны идет какое-то очень сильное воздействие, чтобы она приказала Анне и всем молитвы убрать немедленно. Пусть это... Пусть приказывает. Не Анна, Асте Аста, пусть прикажет забирать все воздействия на нее, на ее сына с помощью любых воздействий. Пусть она забирает своими руками. И я вижу, что в этот момент вот эта душа, которую вот в этот огонь, она вышла с этой печи. Вот оно что, вот проклятие как проявилось. Вот, он же перенял ее ДНК и часть ее генетической памяти. То есть ее опыт стал его опытом тоже. И я ей говорю, чтобы она сейчас очистила эфирная ДНК ее сына. Очень красиво, да? И убрала все подключки от ее сына и очистила ее род. И я вижу, как какое-то яйцо такое, ну, как будто оно без скорлупы, а внутри, знаешь, как будто
тело мертвое какое-то. Знаешь, цыпленки иногда такие не рождаются, а умирают. И Угу. оно отцепляется и уходит в портал на утилизацию. Хорошо. Я ей говорю, чтобы она все подключки, прицепки, зацепки, все убирала. Это ее пространство, и она имеет право творить в ее пространстве все, что она пожелает. Угу. Я вижу, она берет сына на руки, вся светящаяся, вот, Отлично. заталкивает эти энергии в портал, закрывает. Хорошо. Закрывает портал, он огнем горит, этот портал. Я говорю, чтобы она Ага. очистила пространство свое и ее сына от всех этих. Снова идет вот это слово междоусобиц, между этими взаимодействием между мирами. И убрала этого духа межпространственного Да, серого. и всех Серому, этих. этому пусть прикажет этому серому забирать все воздействия, последствия воздействия, отдает серому всю карму и отправляет на аннигиляцию. Да, она это сделала. Угу. Закрывает портал, поднимается вверх. Чужеродные все энергии пусть на аннигиляцию отправляет, закрывает все порталы, наполнится энергией жизни и гармонии. Она это сделала, появляется она вот так в секторе миссии. И вижу такое, она очень огромная, и такие щеки надутые. И она так ветер дует. А потом вот так взяла. Молитва идолам. Так, Вот эта молитва от нее ушла. То есть весь этот дух, который вот ясно. она убрала. Угу. Хорошо, Виктория. Так, Зита в аспектах написала, что ей снится умершая мама. Ну, я ей передаю. А как маму зовут? По-моему, не писала. Чтобы нашла, где привязка к матери. Зита, если сможешь, в чат напиши имя или напиши. Угу. Так, Вероника, мама. Мама Вероника, пусть она ее позовет, свою маму. Появляется что-то? Она не находится. Ну ладно. Угу. Она находится, считывается такой красный цвет. И подключка идет по бедрам. У нее вот так как-то охватывает бедра. А к сексуальной чакре. Угу. Так, давай посмотрим эту ситуацию, когда эта подключка у нее появилась впервые. Что произошло на физическом плане? Я вижу, что это внутриутробно. Угу. Считывается отец-агрессор. Я ей передаю, чтобы она убрала все подключки к отцу, к матери и отправляла в портал на утилизацию. Она снимает вот это, как набедренная повязка, вот эти, знаешь, танцовщицы восточные. Типа угождать. Вот оно что. Папа абьюзер, мама жертва, а дети всегда между ними, как между двумя огнями, и постоянно мирят их. То есть между двух огней посредники. Они как посредники всегда. Вот почему у нее вот проявился вот этот дух между пространствами.
Хорошо. Я ей говорю, чтобы она убрала эту привязанность к родителям и установку их примерять, пусть себе живут их жизнью, они родители, а Угу. она пусть живет ее собственным планом, ее умом. Хорошо. Я вижу, как эти подключки она убирает. Я ей передаю, чтобы она это все на полную аннигиляцию отправляла и высвобождала свое тело от любых генетических привязок к ее отцу, к матери, ко всем людям. Да, пусть очистит свою генетику, найдет свою эталонную ДНК и приведет свои тела в соответствии со своим эталонным ДНК. Так интересно, она показывает, какое свечение у нее вот сейчас. Вот третий глаз, 6-я, Угу. 7-я чакра, это все вот так светится. И она говорит, главное, что я свет. Вот так говорит. Главное, что я свет. Что я Хорошо. излучаю свет. Угу. Радуется, да. Пусть установит свой суверенитет, Угу. прикажет всем считывать ее эфирные ДНК, Запретить считывать. запретить считывать ее эфирные ДНК, всем запретит. Ну, она, это как квантовый скачок, она моментально перенеслась вверх. Отлично. Хорошо. Все, закрыла портал. Я ей говорю, чтобы она убрала на аннигиляцию, и она это вот так выкручивает, это вот затоптала, выкручивает, отправляет. Все. Угу. Так. Так, вот эта тетя Регина, которая ей делала массаж, пусть она посмотрит, как появилась вот это в спине под лопаткой Ну, боль это у нее. очень долго будет. Пусть она ее вот Пусть она отправит. Это откажется, зависть от этой откажется тети, да. ходить к этой Зависть. тете, отключит все это. Вот у нее, Хорошо. она, знаешь, что сделала? Она сделала там, когда она отказалась, то у нее вот так случилось хряп, стало что-то на место. То есть она Угу. ей что-то нарушила. Угу. Пусть исправляет все свое тело физическое в соответствии с ее эфирным ДНК, излечивает все органы, все клеточки, все свои чакры, гармонизирует, выравнивает, чтобы работало все у нее совершенно. Угу. Да. Хорошо. Тогда поднимаемся все вместе вверх. Очищаем пространство, чужеродную аннигиляцию, закрываем порталы, наполняемся энергией жизни, гармонии, процветания, счастья. Так, отправляю, чищу все пространство. Она вот шла, и как будто бы снова вот этот образ, как будто какая-то энергия ее вот так, знаешь, как держит. Она идет, идет, и мы все втроем идем выше, выше, а она в этой энергии, как белок такой прозрачный. И остановились, и все начали наполняться энергией. И эта штуковина, она как прорвала эту. И поднимается вверх, как ангел, крылья. Вижу ее лицо радостное. Я ей говорю, чтобы она полностью убирала все привязки к антимиру, очищала все ее пространство. Она чистая священная душа, расторгла все контракты, и никто не имеет права вторгаться в ее личное пространство. Пусть выстраивает свои личностные границы и свое право быть защищенной иконами Вселенной. Тот, кто очищается и становится таким же, как и священная Вселенная, то приобретает вот эту естественную защиту, потому что Вселенная защищает, священная Вселенная
защищает тех, кто соответствует ее конам. Мгм. Так, ну хорошо. Хорошо. Ну, спроси тогда о Зите, все ли мы сделали для нее на этом сеансе, или что-то еще она хочет. Так, я вот смотрю, она вот что-то... снова этот момент, когда это написала, когда девушку эту в эту печь Угу. кинули. А с этой Астой, пусть Аста, она и расторгнет все она контракты, берет да? вот эту бумажку. Зита Угу. находится вот высоко очень, и она с этой ситуации берет эту бумажку, почитала, Угу. и смотрит на сектор первоисточника, на сектор будущего, и вытаскивает оттуда эту черную печать. Я вижу под этой печатью, вот эта женщина поставила эту печать, и она вот увидела и вытаскивает себя. Они поставили как бы на нее печать. Угу. Так, кто Я ей поставил говорю, эту печать? Да, чтобы пусть она она... восстанавливала свою идентичность. И вот, произошло, вот оно что. Видишь? И на этой этикетке снова появляется имя. Угу. Анна, как ее звали, и она снимает с пальца эту этикетку, отдает этой женщине, а сама поднимается вверх. То есть она избежала смерти. И я вижу, как она отдает эту картинку этой женщине. Она как будто бы за такими решеточками, ну, такие вот палочки, как камера. Она Угу. оттуда вышла, ей отдала, и эта камера упала прямо на эту тетку, а она поднимается вверх. Да, она разрушила колдовство, магию проклятия. Полностью, да. Угу. Супер. Отлично. Сейчас ее энергосфера правильной формы светится. Так, я ей передаю, чтобы она стерла со всех информационных полей все чужие энергии, подключки, привязки, чипы, импланты, и чтобы очистила генетическую память от всех взаимодействий с антимиром. И я вижу вот этот снова, у нее как будто шея вот так, знаешь, была перекручена как бы назад. И она раскручивается, то есть этот имплант уходит. Угу. Это вот этой энергии квази. То есть вот это. Ну, типа Это... обращаться постоянно не вперед смотреть, а назад. Потому что психика устроена таким образом, что человеку нужна цель всегда, то, что в будущее. То есть жить сегодняшним днем, сегодня с мыслью о будущем, но не назад, то, что было. Угу. Я ей Хорошо. передаю, что она полностью убрала все чужеродные программы и восстановила целостность всех ее энергоструктур, и восстановила работу ее внутреннего критика. Я вижу, как вот этот сон с этим, с таблицей Вика, с этого выходит, с этой кладовки, Угу. и она выпорхнула. Все, да, это все работает. Ну, мы можем это долго смотреть. Давай зайдем в тот момент, Да, когда Зита полностью давай. очистится. Давай на счет 3 зайдем в этот момент, когда она полностью очистится. 1, 2, 3. Да, она как одежку себя это сбросила. И я ей передаю, чтобы она энергетически оставалась в самых светлых, чистых пространствах. Всегда. Угу. Хорошо.
Она благодарит. Вот сейчас все. Мгм. Мгм. Хорошо, Зита хотела оставить эту информацию о своем сеансе в общем доступе, пусть она это сделает. Да, она это делает. Так, если хочет, может, передадим информацию о освобождении репрессированным душам, чтобы они тоже освобождались по Ну, они алгоритму. получили в общем доступе, да. Хорошо. Мгм. Ну, тогда еще раз спроси, все ли мы сделали для Зиты на этом сеансе. Да. Мгм. Хорошо, тогда прощаемся с ней. Мгм. Отсоединяйся от всех и всего, Виктория. Да. Проверь, там была замороженная ситуация. Да. Это. Мгм. Отправляю в портал на Мгм. утилизацию. Хорошо. Проверяй свое пространство, Мгм. очищая чужеродных, закрывай порталы, наполняемся энергией, жизни, гармонии, любви. Мгм. Мгм. Хорошо. Я посчитаю от 1 до 3. Виктория, и ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. И когда Да. я его спросила, а вот как мы в семье рождаемся, и, например, моя сестра, если я с ней плохо, там, может, я в прошлых воплощениях я что-то плохо делала, или она мне, я у него это спросила. Он говорит, нет, нет, Нет. Ну, это конечно, нет. он мне так ответил. А я уже знала, что это. Говорит, нет, нет, откуда ты взяла такое? Ну, как видим, не всегда Да, жертва в чувствовал. следующем воплощении насильник, чтобы отомстить. Это неправда. То есть жертва так и остается жертвой до тех пор, пока не отменит свои контракты. Да, Мгм. это ж соглашение жертвы. Да. Вот и постоянные жертвит и жертвит, пока не откажется от этого соглашения, так и будет карму